Промежуточные итоги конфликта на Украине к исходу второго года. Украинская бойня к окончанию второго года конфликта вывела стороны на новый этап борьбы, переместив баланс сил уже в третий раз. Если первый этап был блицкригом российской армии, который завершился тотальным разгромом после первых успешных рейдов вглубь территории, после чего кажущаяся невероятной победа Украины внезапно приобрела очертания, то второй этап прошел в попытках России закрепиться на части территории и болезненном ожидании контрнаступления. Силы казались уже не настолько неравными, и Россия лихорадочно собирала технику и людей на фронт, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника. Ожидаемое наступление Украины на российские позиции заняло весь осенний период и принесло довольно мрачные результаты для обоих сторон конфликта. Украина не смогла добиться успеха, растратив выделенные ресурсы, которые она по крохам собирает в мире. Россия также ценой огромных затрат удержала земли, не имеющие теперь никакой ценности и значения, кроме как символических. Конфликт перешел в затяжную, позиционную и выматывающую стадию, где все участники не имеют достаточных сил для решительного перевеса в свою пользу. И в таком раскладе преимущество уже имеет Россия, располагая значительно более мощной материальной базой. Почему же украинское контрнаступление потерпело неудачу? Здесь есть и ошибки командования, и политические игры, и усилия второй стороны. Россия действительно мощно приготовилась к атаке. Мобилизация и огромные бюджетные вливания в оборонку позволили создать колоссальную систему укреплений, минных полей, насыщенных необученным, но многочисленным военным персоналом укрепрайонов. Да, они не были безупречны, но за счет нечувствительности к потерям и ресурсам им удается удерживать завоеванное. Причем Россия в состоянии еще больше насытить фронт, при необходимости, что составляет самую большую опасность для Украины. Наступление Украины пошло в лоб с предварительным оповещением противника, без обычной для них оригинальности и смекалки, будто бы уверенными в успехе тотально. Это нарушение всех законов войны, где противник не должен знать место удара, не нужно наступать прямо и недооценивать его силы. Неизвестно, почему все пошло именно так грубо и прямолинейно, но во многом этот фактор сорвал успех наступления. Примером исторической колеи является конфликт Зеленского и Залужного, который давно уже идет в СМИ и является аналогом дрязг польской шляхты времен раздела Речи Посполитой, когда на бой с московитами является даже не половина от призванных, так как они друг друга терпеть не могут. Это, безусловно, безумно несвоевременно для страны, находящейся в такой ситуации. Отдельно следует сказать о недооценке соперника. Успехи прошлого года у Украины выявили масштабные просчеты российской армии на всех линиях. Казалось, что проблемы будут только нарастать. К этому добавилось еще и талантливое высмеивание армии России с помощью блогеров и юмористов, создавших ей ореол сборища недалеких, спившихся и откровенно небоеспособных маргиналов. Да, это способ сделать врага менее грозным, но в итоге это вылилось в недооценку, в нежелание видеть то, как российская армия обучается, пусть тяжело и большой кровью, но стороны постепенно выравниваются. Это еще один недостаток долгой позиционной борьбы, где обе стороны со временем настолько узнают слабые стороны друг друга, что сражение несет лишь взаимные убытки, без приобретений. В ситуации, когда у России есть огромный запас людских ресурсов, она, даже имея огромные проблемы с качеством личного состава и генералитета, способна добиваться успеха пусть не ценой умения, но ценой числа, и на это у Украины сейчас нет ответа. Отдельной строкой следует упомянуть провал внешней политики Украины. Вроде бы Зеленский не совершает больших ошибок, не звучат коррупционные скандалы с поставками оружия. Однако помощь выделяется все более скупо и медленно, хотя и раньше ее выдавали ровно столько, чтобы Украина не проиграла, но и не могла победить, теперь же это скорее символические жесты. Российская же агентура
активно использует крупные западные издания для популяризации своей позиции и убеждения в бессмысленности украинского сопротивления. Разногласия с ближайшими сторонниками, например, Польшей, опять же выглядит и как очередная историческая параллель, и как сюжет из самого худшего развития событий для страны, который не должен был произойти в реальности. Не ясна причина необъявления в Украине мобилизации экономики. Как раз именно она бы могла придать толчок собственной промышленности в условиях саботажа Запада. Опять же историческая параллель. Шляхта не подчинялась королю беспрекословно, что сильно затрудняло любые согласованные действия и едва не приводило к хаосу, чем и пользовалась Россия. Ее деспотизм позволял просто одним приказом собрать войско, перевести страну на военные рельсы и не испытывать ни сопротивления, ни разброда. Именно это сделал и Путин, довольно быстро поставив страну в военное положение и проведя мобилизацию первой волны. Тем самым Россия получила весомое преимущество для фронта. Все это заводит ситуацию из состояния благоприятного для Украины в перспективе в более благоприятную для России. Ей более выгодна долгая и позиционная борьба, где ресурсы России гораздо больше. Ограничение западных поставок также позволит России получить преимущество и реализовать его, проведя либо еще одну мобилизацию, либо с помощью контрактных войск. Чего не хватает Украине для успеха? Сразу несколько причин. Безусловно, вооружения и подготовленного состава войск слишком мало для решения наиболее смелых задач. Возможно, Украине было бы перспективнее поискать источники поставок не только в западном мире. Странно, но украинские силы не отличаются дерзкими и неожиданными ходами. Например, рейд Пригожина показал, насколько уязвима Россия за линией фронта. Используя дружеские страны, украинцы могли бы совершать аналогичные рейды там, где их не ждут, вызывая панику внутри России. Отсутствие авиации – проблема катастрофических масштабов и оттого едва ли решаемая, учитывая то, как долго и неохотно идет западные поставки. И это скорее их решение, чем обстоятельства, так как летные корпуса добровольцев из СССР и Германии активно воевали в небе Испании, поскольку на то была воля властей стран. Странные неудачи внешней политики и склоки внутри руководства страны в такой период – это просто кричащая проблема, решать которую надо сейчас, либо отложить все разногласия и счеты на мирный период. Иначе пример Речи Посполитой слишком красноречив. В итоге, на текущий момент Украина утратила лучшие перспективы в развитии конфликта, и если он пойдет и далее так, как идет сейчас, ситуация будет становиться все тяжелее. Ей нужны активные и нестандартные действия, причем даже не на фронтовой линии. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.